Добрый день, ребята! Сегодня мы решили покушать шашлычка. Весна пришла. Поэтому решили сделать шашлык. Это видео не претендует на обучающее. Может, кому зайдет, может, кому понравится. Мы просто покажем, как мы делаем шашлык. Для шашлыка мы берем свинину. Мне лично нравится либо лопатка, либо вот как сегодня надпочечная часть. Я считаю, что это самое нежное мясо. И оно самое подходит больше для шашлыка. Кто любит постное, здесь есть и постные части. Кто любит немножечко с сальцем, здесь есть слегка жирненькие части, которые тоже можно интегрировать в кусочки, либо они будут просто с ними. Для того, чтобы оно получилось вкусное, мы будем резать небольшими кусочками. Кто-то говорит, что когда маленькие кусочки, они получаются сухими. Чтобы они не получались сухими, я считаю, что просто надо быть постоянно возле мангала и постоянно работать с мясом. Тогда мясо будет сочное, даже при небольших кусочках. И оно готовиться будет намного быстрее, чем огромные куски. Но приступим. Для начала мы разделим на пласты вот такие. Из которых потом будут получаться наши аккуратненькие небольшие кусочки. Мясо можно резать совершенно произвольно, некоторые по волокнам, против волокон. Может, у кого-то есть свой рецепт, а может что-то интересного вы подскажете в комментариях. И мы тоже попробуем так же вкусно, как это делаете вы. Главное, чтобы кусочек был правильный. И это готовилось с любовью для любимых друзей. После того, как мясо мы разделили вот на такие пластиночки, можно уже формировать небольшие кусочки. Кусочек должен быть такой, чтобы его было удобно насаживать на шампунь. В руку раз-раз и на шампунь. Вот такие вот кусочки. Небольшие, их очень удобно кушать. И складываем уже в мисочку, либо в кастрюльку, в которой будет мясо мариноваться. Для того, чтобы легче было работать с мясом, да и совсем с любыми продуктами, обязательно ножи должны быть острые. Самый простой маринад для классического шашлыка — это побольше лука, соль и перец. Но я вам скажу, что травы никогда не будут лишними. Если они ароматные, шашлык от этого не потеряет. Нож отличный, режет как масло. Когда-то дети подарили этот нож, очень я его люблю. Это узбекский пчак. Для мариновки мяса используется любой лук. Крупный, самый крупный берите, потому что от него нам надо только сок. Некоторые пропускают его через соковыжималку. Если просто сок без мякоти, то нормально. Если же это будет лук через мясорубку, то вы мясо от него не очистите. И когда будете печь шашлык, то этот лук будет подгорать. Поэтому мы просто произвольно режем лук кусками, размякаем его руками, для того, чтобы он пустил сок, и мясо станет еще мягче и приобретет очень классный аромат. Вот так вот нарезали. И смотрите, просто мнем. И крупный лук выделяет много сока. Меня еще мой отец учил, что если ты хочешь, нет у тебя времени для того, чтобы долго ждать мяса, пока оно замаринуется. Сколько мяса, допустим, килограмм мяса, килограмм лука. И пока ты едешь на природу или разводишь костер, твое мясо, оно готово. Этот лук потом выбрасывается. Так, ну что, основное, что необходимо было резать, мы сделали. Далее мясо надо посолить. Некоторые солят мясо прям непосредственно на шампурах уже на огне.
Знаете, как говорится, что каждый суслик агроном. У каждого есть по этому поводу свое мнение. Далее используем специи. Это разные травы, оно предназначено для гриля, но и для шашлыка тоже неплохо. Если вы, когда приготовите уже шашлык, если у вас нету кинзы, используйте кориандр. Это та же кинза, только это ее семена. Она очень ароматная и очень подходит для мяса. Итак, травы, соль и растительное масло. Если хотите, используйте оливковое, будет даже вкуснее. Для чего оно нужно? Да, оно помогает распределяться специям. Помогает, чтобы специи, аромат этих специй проник в само мясо. Можно добавить, если мясо суховатое, ну, такие кусочки, которые из яблочка делают шашлык. Итак, наше мяско готово. Оставляем его на пару часов, пока позанимаемся домашними делами и подготовим все остальное. До встречи на улице. А мы огонь разжигаем. Как я и говорил, мы уже позанимались домашними делами. Ну, мясо подмариновалось. Время что? Разжечь. Огонь. Ну вот мы насаживаем уже мясо на шампура, как и говорили, мы встретились теперь на улице. До этого вы увидели, как начал гореть наш огонь. Угли еще слишком сильные, поэтому мы немножко подождем, пока они подернутся светлым пеплом. Тогда они будут готовы принять наш шашлык. Мясо надеваем в перемешку, и жирное, и постное. Но потом оно будет сниматься. Мы не кушаем шампуров. Вот такие вот красивые палочки шашлыка. Четкой квадратной формы. Ну вот как его надеть? Формируешь его. И надеваешь. Пожалуйста. Полностью висит и не провисает. Иногда этот лук, чтобы не выбрасывать, можно использовать для того, чтобы мясо протомить. Боня. Боня. Иди дам. Как же оставить такого защитника без кусочка чего-то вкусного? Давай, Боня. Вот так. Вот наши угли подернулись сединой. Мы их распределяем для того, чтобы на мангал поместить шампура с мясом. И погнали. Как я уже говорил, небольшие кусочки требуют, чтобы тот, кто это готовит, был всегда рядом. Посмотрите, какие они красивые, как они блестят. Это просто прелесть. Думаю, что будет очень вкусно. Да нет, еще не горят они. Наши кусочки мяса переворачиваются и постепенно приходят вот так вот потихонечку должно подходить мясо. Не надо сильный жар, мясо должно прогреться. Если будет сильный жар, снаружи оно вроде как говорят запечатается, а внутри оно останется. Запечатываться мясо должно
но оно должно и успевать пропекаться. Этим мы будем пересыпать слои шашлыка, когда мы его выложим на лаваш. Некоторые выкладывают на лаваш прям шампура. Но я предпочитаю немножечко по-другому. Делаем такую вот смесь резаного лука и кинзы, либо петрушки. Теперь нам необходимо сделать подложечку для шашлыка, то, куда мы будем его складывать. Для этого берем лавашик, один лист, укрываем дно и посыпаем вот этой смесью. Лук, петрушка. Другой лаваш разрываем напополам. Одной половинкой мы будем пользоваться как перчаткой для того, чтобы его снять. Другой половинкой мы накроем. Ну, вот такой красивый шашлык получается. Не черный, не румяненький, красивенький. Жар мягкий, очень мягкий. Как я говорил, мясо переворачиваем. Маленькие кусочки, чтобы они как не высохли, как некоторые говорят. С ними надо постоянно заниматься. Переставлять, менять местами. Так пришло время снимать наше мяско. Вот такое вот оно. Получилось красиво. Берем лаваш и снимаем. Шампур со шампуром. Вот такая вот красота. Оно не должно быть черное. Должно быть красивое. Вот такое. После того, как мы сделали один слой гранатовым соусом, мы слегка его сверху. Также лучок и петрушка. Вот так вот. Придаст чудесный аромат. И снова снимаем. Вот такая красота. Как видите, мясо нежное, сочное, не застревает на шампурах. Гранатовый соус придаст ему очень шикарный оттенок. Кисло-сладкий. Попробуйте. Напишите в комментариях, понравится вам или нет. И снимаем дальше.
девочкам, там грибочки, там салатик. Приятного всем аппетита. Ну что, друзья, пришло время попробовать, что у нас получилось. У нас есть картошечка, соус, грибочки, капусточка, ну и то, что мы с вами готовили. Как я говорил, отрываем кусочек, потому что он тепленький, его шашлычок подогрел. Приоткрываем крышечку. Берем кусочек мяса. Ох, сама нежность. Посмотрите. Просто прелесть. С вас лайк и подписка. До встречи. Можешь не снимать. Держи. Любви, понимания, процветания. До свидания.